Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Максим Гольдарб на связи прямо сейчас. Максим, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые люди. Мюнхенская конференция. Мюнхенский сговор. Вот, и там вот все происходит, представляете? Сибига встретился с Ван И. Да так хорошо поговорили, и помощь гуманитарная, и вообще поддержка территориальной целостности, и фотографии, и посты. А с китайской стороны пока там это все очень сухо, практически никак, но Сибига вот уже как бы демонстрирует эту историю. Вообще, Мюнхенская конференция очень интересное событие, там и Зеленский должен, по идее, участвовать, Рубио приезжает, и так все выдохнули, слушайте, европейцы. Фух, не Венс, не Ну, не Венс. Венс, да, что херами не покроет. Не Венс, все хорошо. Ну, у Венса есть чем заниматься, он там только что, так сказать, промчался по Армении и Азербайджану. Но если все-таки сфокусироваться на вот этой Мюнхенской конференции, Зеленский предваряет свое участие, ну и старт этой конференции, очень интересной формулой. Я не подпишу плохого соглашения, чем подписывать плохого, я лучше никакой не подпишу. Слушайте, ну правда, все о безопасности, правда, вот как-то так вот смотришь, и действительно идет все к концу войны. Как вы думаете, ну, вряд ли это будет Мюнхенская конференция, где встретятся разные представители разных стран и будут думать, правда, да, о безопасности, о мире, о том, как войну закончить. Наверняка все идет в обратном направлении, ну, судя по событиям и заявлениям, которые сейчас несутся. Что такое... Вот у Зеленского не спросили американцы, когда брали интервью, а что такое плохой вариант мира? Это какой, по нему, плохой вариант мира? Он же не расшифровал эту фразу. Что он вкладывает в эту фразу «плохой вариант мира»? Это какой? Когда он не президент? Когда он больше не может зарабатывать? Когда он больше не может тешить больное свое самолюбие? Тщеславие? Гордыню? Какой плохой вариант мира? Это какой? Когда что? Мне кажется, что любой вариант мира останавливает бойню. Любой вариант мира прекращает жертвы. Любой вариант мира отодвигает применение России ядерного оружия. Я к этому хочу вернуться сегодня обязательно. У меня такое ощущение, что кто-то глухой или считает, что это фантастика. 22-й год тоже мы все считали фантастикой, что так не бывает. А до этого другие года тоже считали фантастикой. Бывает все, как жизнь показала. Так вот, любой вариант мира – это отложение применения самых страшных форм вооружения российской армии. Это окно возможностей для Украины. Это совершенно другие вариации. Сегодня Украина – это, по большому счету, для одних проблема, я имею в виду западных держав, для других прибыль. Вот две вариации. Прибыль в плане выполнения тех или иных задач, поставленных в борьбе одним геополитическим игроком против другого геополитического игрока. Украина – инструментарий. Поэтому вот это повышение им ставок, очередная больная придумка и жонглирование фразами, это все вранье и попытка, в общем-то, тавтология, но между тем, попытка поднять ставки для себя самого любимого. Потому что то, что он выдвигает встречно, заранее не подойдет России. А раз не подойдет России, то война продолжится. А раз война продолжится, она перейдет, скорее всего, в совершенно другую фазу. Фазу более жестокую. Я уже не хочу употреблять часто ядерка слово, да, фазу более жестокую. Потому что менее жестокой, судя по 4 годам, не получается у тех, кто что-то там задумал и придумал. Иначе бы получилось давно. Я и это хочу отложить на более поздний с вами разговор. А пока о теме, которую вы затронули, Мюнхенская конференция. Конечно, ее придумали когда-то как конференцию, назвали по безопасности. Но название это одно, а внутреннее содержание это другое.
Венс не приехал, наверное, да, они радуются. Рубио в сравнении с ним более выглядит дипломатично. Повторюсь, менее будет их гонять и херами крыть. Не думаю, что на Мюнхенской конференции будет что-то пришпорено. Но, кто знает, вполне возможно, как минимум Зеленскому Рубио собирается с ним встретиться, если у него хватит времени, как сказал Рубио. Да, так вот, в смысле, у Рубио, если хватит времени на Зеленского. Я думаю, что если он с ним встретится, все-таки очередной звонок от Трампа он передаст. Я сейчас объясню свою точку зрения касательно того, а почему, в связи с чем Западу вдруг решилось начать прекращать эту бойню, которую развернули на Украине. Сейчас объясню. Но сразу же обращу ваше внимание на ваши же слова. Вы сказали, Венсу некогда, он до этого в Армении и в Азербайджане был. А обратили внимание, где был Рубио? А Рубио был в Словакии и в Венгрии. Словакия и Венгрия – это, наверное, сегодня единственные откровенно лояльные к России страны. И когда он туда поехал, я предположил, а сегодня прочитал подтверждение, что едет он туда с одной основной целью – сказать этим странам, что харе нефть российскую покупать и газ, угомонитесь, мы вам все из Америки предоставим. Вы же любите нашего Трампа, поэтому давайте. Вы или к умным, или к красивым. Это я говорю для того, что внешнеполитическая ситуация для России ухудшается. Армения, Азербайджан, Словакия, Венгрия, до этого Венесуэла, сейчас додушивают Кубу. Иран готовится к серьезному удару, и я не понимаю, как Россия собирается помогать своему союзнику на Ближнем Востоке. Нет смысла перечислять европейские страны, нет смысла перечислять... Ну, Китай, да, он союзник России, это очевидно. Но при этом Китай черпает сумасшедшую прибыль от этих 4 лет конфликта. Равно как и Индия. А кто еще? Вот эти фотографии с африканскими лидерами, это, конечно, мило. Но вряд ли сегодня африканские лидеры что-то решают в этом мире и в состоянии нажать на какие-то действенные кнопки. Кто еще? Этот пример я привел для того, чтобы было понятно, что когда их пропаганда говорит о том, что у нас все классно, и мы еще 100 лет готовы медленно двигаться, это только лишь пропаганда, не больше. Нет, не готовы 100 лет двигаться. Не готовы. Международная ситуация не в их пользу. С Америкой они вроде бы о чем-то договариваются, но Америка одной рукой дает, другой выгребает, и выгребает побольше. А это все сказывается на экономике. Для меня было диким удивлением почитать одну статью в очень удивительном издании у них, русском, «Московский комсомолец». Тяжело читать это издание. Я думал, хуже наших УКРСМИ нет ничего. Оказывается, бывает. Но вот попалась умная статья. Умная статья, автор которой не побоялся говорить о слабостях в российской экономике настоящих, о дипломатии, о которой сейчас я говорю. В общем-то, невыигрышной, мягко сказать. О настроениях в обществе. А я неоднократно говорил, что да, в Украине погибают много людей. Наверное, 1 миллион уже погибло. Но и в России погибают молодые тоже люди, тоже мужики, которые воюют. Не может это пройти незамеченно. Так не бывает. Слишком много уже погибло. Я понимаю, что бравурные рассказы нашего Генштаба о том, что они там уже 1 500 000 поубивали, это все, да, для Зеленского, наверное, или для собственного кино. Но даже украинская армия уже говорит, да ну чушь какая, это все завышенные потери. Ну, это неправда. Украинская армия, украинские офицеры это говорят. Но все равно потери есть, и их уже никуда не деть. 4 года военных действий тоже есть, и их тоже никуда не деть. И вы обратили внимание, как в российском масс-медиа поле исчезли первые достаточно глупые попытки проводить параллели между 4 годами Великой Отечественной войны и нынешними 4. Видно, кто-то все-таки им сказал, вы что, совсем неумные?
вы хотите совсем, чтобы правда была слишком глаз резала, так сказать. Я эти все примеры, так, об экономике, у них об экономике. Как я настаивал на том, что это очень богатая держава и, ну, скажем так, средневековый механизм натурального хозяйства, его никто не отменял, и у нее хватит возможностей на это самое натуральное хозяйство, так я и настаиваю до сих пор. Даже если представить себе, что со всех сторон будет железный занавес, там хватит на то, чтобы внутри жизнь шла. Ну, хватит этого. Уже это проходил до этого Советский Союз. Пройдет, если необходимо будет и Россия. То есть, надеяться на вот это, на то, что она там экономически совсем обнулится, глупо. Но между тем, Советский Союз – это советско-коммунистическая власть или социалистическая. А в России сегодня и олигархи есть, и капитализм процветает в том или ином виде. И такая вот смычка государственного аппарата с этим строем. А это значит, что бубновые интересы у важных персон никто не отменял. И важные персоны очень сильно переживают за свои собственные бубновые интересы. Я имею в виду деньги. И давление денег на тех, кто принимает в России решения, точно так же усиливается. Потому что там тоже переживают, а что будет с деньгами, с капиталом и так далее и тому подобное. Об обществе сказал. Израсходован наполовину этот фонд национального благосостояния. Тоже понятно. Падение нефтегазовых доходов тоже понятно. То, что сейчас там говорят, рубль окреп, он окреп по отношению к доллару. Он окреп по одной простой причине. Доллар упал. Доллар упал, рубль окреп. Но если это кого-то умиляет или кто-то считает, что это здорово, ну, он сильно ошибается. Это не значит, что все здорово с экономикой. Итак, это об экономике. Ну вот Теперь... смотрите, вот вы перечисляете... Сейчас, я еще два момента дайте мне, пожалуйста, 2 момента. Я уже заканчиваю. Просто привык просто и дотошно объяснять, наверное, в силу профессии. 2 момента. Обратите внимание, пожалуйста, на выступления тех лиц, которые, если не формируют повестку дня, то формируют мозги российской элиты. Я имею в виду, допустим, Ковальчука, я имею в виду, допустим, Караганова, вот этого философа Дугина. Я сейчас убираю оценки хорошие и плохие. Я говорю о том, что они говорят. А там вполне серьезно проговаривается вопрос об изменении формата ведения боевых действий. А кто посмелее говорит, а почему мы не применяем то, что у нас есть. А теперь я подвожу черту и говорю о том, что на самом деле, на мой взгляд, в военном руководстве России вполне серьезно рассматривается вариант применения всех военных возможностей этой страны в отношении Украины в случае, если тема будет не решена в ближайшее время и тема будет затягиваться. Потому что не может себе позволить Россия затянуть эту тему на долгие годы. Не получится. Ну, я уже объяснил, почему не получится. И это такой вывод вызывает у меня объяснение тому, почему Запад решил немного притормозить. Мне кажется, что Запад начал вполне серьезно понимать слова Путина, которые он сказал там, лет 15 назад. А зачем нам такой мир, если в нем России не будет? Ну и дальше там разделение, кто в рай, кто в ад. Вполне серьезно начали теперь воспринимать это. И те, кто нажимает на кнопки на Западе, тоже понимают, что в случае, если начнется серьезный ядерный конфликт, то не будет и их активов, и их благосостояния, и у них ничего не получится. Тем более, что достаточно немалых целей в бойне на Украине, на нашей с вами территории, достигнули они. Они заработали денег, они забрались на премьерские и президентские посты, они и дальше будут зарабатывать денег. Они сильно ослабили своего геополитического противника. Это тоже факт. А почему бы не приостановить немножко тему или не попустить? Почему бы не выпустить газ? Пар, извините, газ, русский газ. Да, но видите, по Фрейду оговорка. Почему бы не выпустить пар немножко?
чтобы не довести все-таки до сумасшествия эту ситуацию. Тем более, что Украина подтверждает, что бравурные речи Зеленского – это одно, что он там сказал, лучше бои, да, а его же зеленые слуги в парламенте говорят о том, что осталось призвать 1040-60 человек, больше нет. 500 000 вывезли недавно, до этого люди уезжали, некого призывать. Ну, женщин, что ли, только. То есть, Запад тоже понимает, что, кто знает, может быть, и Украине нужна, которую они воспринимают как свой инструментарий, и ей нужна передышка. Передышка для, в том числе, вооружения, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому я поддерживаю ваши слова, Александр, о том, что сегодня есть мирные тенденции, и они уже не завуалированы, и они уже не лживые, они, на мой взгляд, достаточно реальные. Помните, как монтер Мечников говорил в «12 стульях»? Дуся, согласие есть продукт непротивления сторон. Так вот, мир сегодня, этот продукт непротивления сторон, он начинает появляться очень сильно на горизонте. И задача тут в том, чтобы отбросить тех, кто мешает заключению мира, и все-таки его заключить. А что касается вашего начала вопроса по поводу Сибиги с господином Ван И, ну, что тут, это еще из одного фильма. «Галантерейщик и кардинал» – это сила. Ну, как еще к этому относиться? Ну да, выгодное сотрудничество экономическое. Да. А до этого они поливали Китай и руководство Китая говном и говорили, что это все Китай виноват и так далее и тому подобное. Я уже не говорю о том, что они точно так же не вернули долг, который не вернул еще Порошенко, $3 миллиарда Китаю. Знаете об этом? Ну, конечно, долг и в общем... Ну, сейчас же, видите, у Зеленского там ни Москва, ни Беларусь, ни Россия, ни Беларусь как место для проведения тех или иных контактов, переговоров, да. А до этого же был и Китай конкретно виноват в том, что Россия там чего-то может, да, и вот это вот Китай. Сейчас видите, как после определенной паузы возобновляют отношения. Это тоже нам на самом деле сигнал. Ну, серьезный сигнал о том, что все заканчивается. Просто, понимаете, вы когда перечисляете, опять, его пропагандистски преподносят под другим соусом, но этот контакт, сам его факт, сам, скажем так, упор на то, что экономическое сотрудничество, представляете, с врагом, ну, это же друг врага. А видите, как выставляют? Это сигнал к тому, что все будет заканчиваться, и будет заканчиваться совершенно... ну, таким образом. Не по-зеленски, дай то бог. Ну, очень таким образом, да, специфическим. Значит, что важно? Еще один сигнал, кстати, я хотел об этом тоже сказать в контексте ваших перечисляемых, да, вот этих вот поводов, почему Россия должна закончить войну, собственно, упомянуть слив Блумберга по поводу 7 пунктов сотрудничества послевоенного США и Российской Федерации. Это как бы предложение России. Его комментирует Песков и говорит, а чего вы так все переполошились? Вполне нормальные вещи, чего? Там компании общие, ну и так далее, и так далее. В общем, доллар опять в национальных расчетах и межнациональных. Так он говорит, он и был. Чего? Что вы так это самое? Все был доллар, все хорошо. Просто Америка ограничила. А так у нас доллар. И тут все, вот, мол, Россия прогибается. Нет. Понимаете, тут это же очень важно. Вот есть у нас манифест Макрона, который говорит, что евро надо укреплять, о том, что у нас технологическая зависимость, нам нужно перестроить вообще Евросоюз, вообще перестроить систему отношений, да, и, в общем, спаситель Евросоюза Макрон, да, выдвигает вот этот манифест о спасении вот этого клочка, да, земли или как там, окраины Евразии. А Россия говорит, а мы в доллар. Ну, то есть это хорошее предложение на самом деле, и американцы его не отпустят. Вот давайте так. Но среди всех тех причин проблема-то в чем? Нет ни одного повода войну-то заканчивать, понимаете? Войну заканчивать на тех условиях, которые декларируются сейчас. С контингентами, с 800-тысячной армией, с вот этими 20 пунктами, которые все обсудили уже, который месяц обсуждают. А их так Лавров же признался, и Москва официально на бумаге 20 пунктов не получила, потому что, ну, знают американцы, что это будет все отвергнуто и не принято.
Переговоры будут у нас после этой Мюнхенской конференции. Я знаю точно, посыпятся заявления, новости, кто что сказал, там, Рютте, не Рютте, Европа, НАТО. Но у нас переговоры намечены на 17-18 число в Женеве. И, внимание, Мединский возвращается. Это о чем говорит? Это говорит о том, что американцы правильно не передавали эти 20 пунктов, потому что это бессмысленно, и русские это не воспримут. И американцы об этом прекрасно знают, и европейцы об этом прекрасно знают, и все остальные, кто играет в игру, тоже об этом прекрасно знают. И русские априори будут указывать на то, что для них есть знак тождества территории, равны по важности своей отсутствию армии, равны по важности своей изменению режима и уходу Зеленского. Все остальное, типа церкви, язык и прочее, это уже вопросы дальнейших технологий, а не принципов. Вот это не будет принципиальным в соглашениях. А вот то, что перечислено, это будет принципиальным в соглашениях. Теперь, что касается, ну и Мединский, соответственно, я так понимаю, человек не совсем дипломат, задача которого может быть красиво еще раз и достаточно жестко и железно высказывать точку зрения России без особых поступок. Теперь, что касается вашего замечания по поводу доллара. Александр, обратите внимание, когда Трамп пришел на пост президента, одним из ближайших его заявлений было, что он не позволит БРИКСу и другим объединениям нивелировать доллар в международных расчетах, в международных запасниках и так далее. Американцы прекрасно понимают, что доллар – это не только деньги и возможность обменять бумажку на чужие богатства, а также возможность инструментарного подкупа, коррупции и так далее и тому подобное, создание агентуры влияния а-ля USAID и прочее. Доллар – это оружие, доллар – это санкции, доллар – это похлеще любого ядерного, наверное, оружия или арсенала. Особенно, когда ты им владеешь, и ты в состоянии решать, кто хорошо платит долларом, а кто плохо. У кого честный доллар, а у кого нечестный. Ну вот задумайтесь, Лукойл русский продает свои активы саудитам. Если я правильно понимаю, Путин попросил принца, принц делает услугу России, дает команду, ну давайте купим их активы, бог с ним. И теперь все ждут разрешения Минфина США на покупку, на сделку. Ну, бред, но этот бред сегодня является частью жизни. А Америка не хочет отказываться от подобного инструмента. Я к чему веду? К тому, что на самом деле для американцев уменьшение международных расчетов в долларе – это тревожный звонок. Потому что это одна из их систем власти на Земле. И они готовы ломать тех, кто не хочет использовать доллар или препятствует другим. И что я хотел бы сказать? Я не скажу, что Россия революционер в том смысле, что борется с долларом там, как только может. Нет. Но она вольно или невольно показала другому миру пример о том, что можно, в общем-то, жить без доллара. Да, не очень удобно, да, с расчетами проблемы, да, и с покупателями проблемы. Даже они усиливаются, эти проблемы. Но, в принципе, теоретически можно. Хотя, конечно, это стесняет выходы на глобальные рынки и выходы в глобальную торговлю. Россия это показала. Это стали пробовать другие. Передовиком в этих отношениях является Китай. Просто по той причине, что Китай – это суперлидер мира по производству товаров. А раз он лидер мира по производству товаров, значит, он и продает кругом свои товары. И руководитель Китая заявил о том, что задача правительства китайского сделать так, чтобы юань стал средством международных расчетов. Настолько его сделать надежным, железным и прочее. Америка тоже это видит, и для нее это тоже проблема. Россия сегодня продает свои богатства
углеводороды, например. И с ней рассчитываются национальными валютами, бартером, зачетом долгов. Может быть, это не очень по 21 векски, но между тем это происходит. А если на смену доллару половина мира примет юань, то вообще будет вопрос решен. Поэтому, наверное, россияне здесь сделали достаточно правильный ход. В том смысле, что предложили американцам, ну давайте ваш доллар опять вернем во все расчеты. Ведь за этим ходом, если американцы на это согласятся, следует по большому счету отмена санкций. Какой смысл разрешать пользоваться своей валютой, если ты запрещаешь торговые операции или не даешь их возможности проводить? То есть доллар все равно не будет крутиться, платить не за что будет. Так же, да? Поэтому в этом смысле ход русских логичен, и, в общем-то, это правильный ход. Касательно вашего замечания о том, что я там перечислил пункты, почему они должны немедленно... Нет, они немедленно будут хотеть, вернее, я иначе выразил свою точку зрения. Я сказал о том, что я не верю в то, что там есть длительные ресурсы для ведения войны подобного типа, которая есть сегодня в Украине. Подождите, что такое длительное? Вот опять-таки, тут же я хочу, чтобы мы просто расставили точки над «и». 4 года – это мало? Это много. И это много для них психологически. Не я один сравнивают 4 года 41-45 с 4 годами 22-26. Не я один. Есть... И те, кто формирует у них мнение, это делают. Смотрите. И это точно не в пользу руководства российского. Есть 30-летние войны, 100-летние. Ну, то есть... Это были давно. Это было давно. Это была столетняя война. Это война между Англией и Францией, если я не ошибаюсь. Это 15 век. 30-летняя война – это 18 век в Европе. Но это все равно было давно. Так а у нас какой век? Ну вот опять, смотрите, я просто пытаюсь... Возможности другие. Я пытаюсь не то, что там спорить оголтело, я просто пытаюсь, ну, как бы немножко под разным ракурсом посмотреть. Ну вот давайте так. А у нас какой век сейчас в Украине? Ну, вот если брать Украину. В Украине? Ну, какой век? Ну, с учетом того, что несколько дней назад я абсолютно серьезную прочитал инструкцию, как надо складывать дрова для того, чтобы они лучше горели в квартире или в доме, и какие лучше сорты стараться выбирать, и что поджигать надо сверху вниз, а не снизу вверх, и тепла таким образом в квартире будет больше, то ваше замечание... Саркастическое понятно, это точно не 21 век. И это еще раз подразумевает правоту мою, что каждый день продолжения войны – это уход, ну, может, не в доисторические времена, но в начало 20-го это точно. Это та самая декоммунизация, вернее, ее плоды в том числе, о которой так бравурно заявляли националисты, Порошенки, Зеленский и все остальные. Это в том числе последствия вот этой самой декоммунизации. А что касается того утверждения моего, что Россия серьезно рассматривает вариации изменения формата войны, мне думается, что я привел достаточные объективные аргументы, а также можно послушать их выступления, тех людей, которые влияют там на главные умы, где то, о чем говорю, говорится без особых стеснений. Слишком горячие головы вообще говорят о том, что да давно бы уже пришили проблему и забыли бы, уже проразвивались и так далее и тому подобное. Ну, вы же видите, что сдерживает, не знаю. Может быть, сдерживают личные обязы какие-то, которые были в 22 году, допустим, на одной из спортивных площадок. Понимаете, да, о чем я говорю? Может быть, эти личные обязы. Может быть, то, что, в общем-то, страшно и понятно, что эту тему можно не остановить. Она может пламя как займется, так и не закончится. Ну и в целом, это же совсем другого толку разрушения и другого масштаба количества жертв и прочее, прочее, прочее. Вряд ли у кого-то есть большое желание войти в историю именно таким образом. Но все-таки
обстоятельства выглядят так, что... И вот еще что важно. В России точно так же контролируемые средства массовой информации, как и в Украине. И они по мановению то одно выбрасывают, то другое. Вот они сейчас в нескольких изданиях выбросили информацию именно о том, что не те вооружения применяются для того, чтобы закрыть тему и уже идти дальше. Это тоже все, как говорил Винни-Пух, это же неспроста. Само же дерево жужжать не может. Нет, ну, Вот, понимаете, вот я о тут чем. тоже такой момент. Мне так нравится, когда там, ну, вот разное там, и комментарии у нас под видео, да, и по, там, другие моменты там с другими, имею в виду, там, Спикерами, собеседниками. да, я понимаю. Когда вот заходит тема, что а вдруг там ядерка полетит, все отмахиваются, говорят, да не, ничего не будет, это все там цирк для того, чтобы пугать. Ребята, вчера орешник летел по Украине, не заметили, нет? Прям вот, Дважды. да, дважды. То есть сейчас орешник будет, сейчас вот будет орешник, а какой орешник? А потом, да нет, что-то там не получилось. Одни прикалываются, говорят, у них не работает этот орешник, другие говорят, да не, они там что-то испытывают, может вообще не орешник, просто сообщили, да и все. То есть этот, этот момент уже, ну вот он есть, понимаете? Ну вот, мы теперь, и нам сообщают, что смотрите, с 16 по 19 число, как раз-таки во время этих переговоров с Мединским уже во главе делегации со стороны России, вот как раз-таки, да, вот опасность применения из Капустиного Яра. Так а как же Капустин Яр? Вы же там поразили, вы же достаете до него фламинго, они же летят, бомбят вот это все, нейтрализуют угрозу, понимаете? Тут другой момент. Мы просто так прошвырнулись по этой теме. Она ведь очень важна. Контекст, точнее, важен. Почему Мединский глава делегации? Ну, может, не надо было покушаться на зама Костюкова, прошлого главу делегации от Российской Федерации? То есть тут же тоже очень важный момент. И давайте так, я, например, и объективно, если посмотреть на события, если рассматривать отдельно переговорный трек, ну, это шаг назад. Я бы так сказал. Признаюсь вам, что я не разбирался в этом человеке совершенно. Так получилось, что от российских деятелей культуры уровней народных артистов, так получилось, что я с некоторыми общаюсь, а с некоторыми дружу. Так вот, от них я слышал нелестные отзывы о нем. Он был, если не путаю, министром культуры в начале 2000-х годов в России. Потом он ушел оттуда, ну и так вот дошел до... Кто он сейчас там? Помощник по особым поручениям президента, да, России. Мгм. Это все, что я знаю об этой персоне. Это все, что я знаю о его личности. Отзывы были нелестные в том смысле, что по мнению этих людей ничего хорошего он ни народным артистам, ни культуре не сделал. Это не мое мнение, повторюсь. Это мнение этих народных артистов, фамилии их называть не буду. Насколько хорош бывший министр культуры в переговорном процессе о войне, я не знаю. Все встречи его до этого, ну, по большому счету, когда он возглавлял делегации, по большому счету ни к чему, никаким успехом или движением совместным не приводили. Но здесь очень сложно мне возлагать вину на кого-то конкретного, потому что ну, российская делегация высказывала свое, украинская высказывала свое, на том и заканчивали, так и расходились. Поэтому, Александр, я не могу проводить какие-то параллели и сравнивать это с тем, что... Или объяснять приход Мединского назад в переговорную группу тем, что стреляли в заместителя предыдущей переговорной, руководителя предыдущей переговорной группы. Я читал только о нем, что он неплохо разбирается в истории, и он из тех, которые педалируют тему, что до Украины и не было никогда, и раз не было, то может и не будет, или там будет, но только вот в том декоммунизированном составе.
оно сегодня очень остро звучит, никто не хочет читать историю, оно где-то, в общем-то, так и было исторически, я имею в виду. Украина обросла землями-то уже в Советском Союзе. Вот. Поэтому, простите, мой ответ на ваш вопрос, наверное, за все наши совместные эфиры будет вот таким расплывчатым. Я не знаю эту персону, я не знаю, почему так произошло. Я просто думаю, что на самом-то деле переговорные группы не решают окончательно. Их задача представить видение главного руководителя или главного руководства, услышать обратную сторону, какие-то шероховатости обсудить или какие-то детали обсудить, донести это до главного руководителя или главных руководителей. Так, Вот а я есть что думаю, обсуждать сейчас? Подождите. ну а почему нет? Если Буданов, например, говорит о том, что мир нужен, а Зеленский говорит, что мир не нужен, что он лучше будет воевать. То есть военный Буданов говорит, что нужен мир Украине, а надевший на себя или надевавший на себя квазивоенную форму Зеленский, который отлынивал от армии и не служил, да, он говорит, что нужно воевать. Я думаю, что как минимум послушать Буданова в этой переговорной группе стоит. У меня вообще складывается впечатление, что как бы Зеленский не пытался разыграть Буданова или сыграть в него, у него не получится, потому что у того своя точка зрения на происходящее и на свою роль в этом самом происходящем. Это ответ на вопрос, а стоит ли слушать? Стоит, конечно. Стоит, потому что количество очень часто превращается в качество. И количество высокопоставленных украинских сановников, которые будут говорить о том, что мир нужен, и будут верить в это, и делать хоть что-то для этого, может переломать позицию одного, двух, трех зацепившихся за войну других сановников, и все-таки сделать так, чтобы ускорить наступление мира на нашей земле. Вот так. Понимаете, в чем дело? Тут же, ну мы же давайте просто поймем, да, что вот сейчас на чем ступор. Во-первых, тут два момента я хотел бы с вами обсудить в контексте того, что будет мир, не будет. Мы же не говорим о нечто таком вот мир или не мир, да? Мы говорим о другом. Есть условия: вывод войск из Донбасса. Значит, только там чуть меньше 4% украинцев допускают полное выведение ВСУ из Донбасса, Херсонской, Запорожской областей ради мира с Россией. Значит, исследования обнародовали Киевский форум безопасности. 33% респондентов говорят, что необходимо освобождение Украины в границах 91 года. 25,5% по состоянию 24 февраля 2022 года. Это вот эта социология, вот ее представляют, и вокруг нее носятся. Вместе с этим Зеленский же четко говорит: никто выводить войска не будет. Вы в перечне условий, где говорите о территориях, да, там, гуманитарных вопросах, которые будут решены, назвали власть Зеленского. Зеленский выходит вчера в интервью, так и говорит. Это же вообще как бы нонсенс. В общем, парадоксально же звучит, но звучит от президента или там президента-пересидента. Говорит Зеленский о том, что, в общем, Россия хочет выборов. Максим, Россия. Представляете? Говорит, России невыгодно, чтобы меня переизбрали, поэтому, в общем, они вот продавливают эту тему, да, с выборами во время войны. Они не хотят... Из Залужного они сделали главкомом, а потом послом в Лондон, да? Тоже виновата Россия в этом. То есть Россия продвигает идею выборов во время войны. Ну, у меня даже нет слов. Просто так уж сложилось, что у нас народ, вот он ни хрена не помнит. Но это и правильно, это, наверное, и хорошо. У всех свои заботы, тем более жизнь тяжелая там в Украине. Все говорят, жизнь тяжелая в Украине, бесспорно. Но непростая жизнь и тех, наверное, кто за границей. У всех сложности, да, вот кто... Потому что война на их земле, да, вот. И они не могут помнить заявление Зеленского о том, что мы там готовим и представим вам законодательство. Ну,
То есть Россия говорит, мы готовы не стрелять вот этот день голосования. Но инициатива же исходила конкретно от Зеленского. Он тогда перехватил эту палочку, да, заброшенную Трампом, единожды, в декабре месяце, один раз он сказал, что выборы, там, это не демократия, давайте. И он сразу, мы готовы, и давай крутить, крутить, крутить. А выкрутилось на то, что это Россия требует выборы провести, потому что Зеленского не хочет на посту. Понимаете, его высказывания, его ответы только подтверждают уже доказанную, в общем-то, вещь, что он смертельно боится уходить с должности. Он понимает, что для него это конец. Чем? Вот если представить себе, что он человек-патриот, и что он очень сильно переживает за страну, чем будет хуже, если, допустим, гипотетически, власть перейдет от него к другому? Не к тому, который, как они любят говорить, прокремлевский, не к Медведчуку условному, да? А к Залужному. Ну, Залужный гипотетически, сейчас я не педалирую за Залужного, вот вообще. Но гипотетически чем? Ну, если идет война, то, наверное, будет разумнее, чтобы во главе страны был военный, который лучше понимает в военных действиях. Почему он так цепляется за слово «власть»? И еще вопрос. По-моему, мы с вами обсуждали в одном из эфиров, но если нет, то, как вы говорите, память у людей короткая, давайте повторимся. Пожалуйста, назовите мне хоть что-то хорошее, какие-то его достижения, которые были сделаны уже не во время мирное, а в военное. Какие города были отвоеваны, какие территории были забраны, какие великие военные победы были достигнуты под руководством этого верховного главнокомандующего. Какой перелом в войне наступил? Но этого же нет. То есть он не имеет права говорить, что он единственный великий талант в войне со стороны Украины, и его уход – это только на руку России. Не имеет. Россия высказала свою точку зрения по поводу того, зачем с ним вести переговоры. Российская точка зрения простая. Как мы будем подписывать документ у человека или с человеком, который для нас не является представителем Украины легитимным? И приводят в пример Конституцию Украины, где написано 5 лет, точка, все, больше ничего. Не надо никаких больше законов, еще чего-то. Заново хочешь 5 лет, выбирайся еще раз. Не надо придумывать закон о том, что если военное положение, то не надо меня выбирать, я еще чуть-чуть поцарюю. В Конституции такого нет. Но беда в чем? Те, кто против подобного шахера-махера, не могут ничего сделать с этим законом. Обжаловать его некуда. Конституционный суд заблаговременно парализован Зеленским, если кто-то об этом забыл. Наверное, уже не помните. Председателя суда кое-как вывезли из страны, чтобы его не убили в Украине. Тупицкого я имею в виду. Его отстранили незаконно от должности, отстранили от судейства, возбудили в отношении него 500 тупых уголовных дел. Я не защищаю Тупицкого, я констатирую факты. В Конституционном суде долго правил этот Федір Веніславський, представник Зеленского. Судьи толком не работают. Короче говоря, единственный орган, который по Конституции должен оценивать законы, соответствуют они ей или нет, он не может этого сделать. Это было сделано специально, чтобы потом выдавать такие законы на гора. Поэтому Россия здесь свою точку зрения сказала. Смотрите, Россия свою точку зрения сказала. Я уверен, что эта точка зрения доведена до Трампа. Я уверен, что вброс Financial Times, который был позавчера, о том, что, и Зеленский это назвал вбросом, о том, что 24 февраля Зеленский объявит о дате проведения выборов, в том числе был сделан для того, чтобы заставить его дергаться и показать, что все-таки Мавр, ты сделал свое дело. Я думаю, что американцы тоже уже не особо, равно как и не только американцы, не особо заинтересованы в том, чтобы он продолжал находиться у власти. Новое лицо, новые возможности, новый воздух.
Рейтинги говорят о том, что Зеленский уступает военным в доверии и в любви. Залужный его обгоняет на 20 или на 30%. Касательно того, о чем вы говорили, о социологии в начале вопроса, о том, что там все за войну и все против мира, ну, это по принципу «вам хочется песен, их есть у меня». Заказали сделать такую социологию, ну, вам нарисовали эту социологию. Александр, мне вам рассказывать о том, как делается социология? Думаю, нет. Насколько я знаю, вы чрезвычайно опытный человек. Людям, конечно, можно это рассказать. Как-то будет на пальцах, на примерах. Как проводится настоящая украинская социология, которая нужна для того, чтобы ее опубликовать, и чтобы она шла в унисон тому, что говорит, допустим, Зеленский. Это все несложно, это вопросы дешевой технологии. А вот реальная социология, и почему Зеленский ужасно боится Залужного, и почему сейчас на Залужного полетела в грязь вентилятор, это вот реальная социология. Залужный выиграл бы у него, если бы они соревновались. Я другую фамилию не привожу, просто потому что бессмысленно. Мы сейчас не моделируем выборы, мы говорим о том, что есть кому заменить, за кого проголосуют люди по-настоящему, без фальсификата. И вот еще что. Когда мы с вами говорили о тождественности, вот вы говорите, что же это за достижение россиянами своих целей, которые они озвучили? Демилитаризация там, и так далее и тому подобное, если будет 800 тысяч войска, снабжаемого Европой. И я ответил вам, что нет, у них в перечне требований эти вещи стоят под знаком равно. Выход, освобождение, которое они назвали территорией, по их мнению, или оставление, как угодно, равняется уходу нынешнего режима. Под любым соусом, им все равно, как это будет технологично. И, кстати говоря, в этой связи и англичане, и американцы вполне могут быть удовлетворены. То есть, они могут заменить Зеленского на кого-то своего, такого же, а может быть даже лучше. И при этом русские ничего не смогут сказать в ответ. Вы хотели замены, мы вам заменили. Вот его избрали, вы точно так же должны назвать его легитимным. И я думаю, они это подтвердят. Если этого не будет, то договора о мире не будет. У меня нет в этом сомнений. И если не будет договора о мире, то наша страна рискует столкнуться с ядерной войной. Вот так. Депутатов что-то покосило. Да, я читал понос там, да, у народа. Сегодня вообще 3 калеки, 2 народных. чумы в парламенте. И вы знаете, было бы так смешно, если бы не было так грустно. Во-первых, этим депутатам подняли зарплату с Нового года. У них у всех бронь. Они вообще, давайте так, Рада сейчас это то место, и это все понимают. И даже, как это, Вселенский, как это, Зе всемогущий, они понимают, что все равно надо проводить через парламент. Сейчас же какая вот эта вот возня идет, да? Зеленский говорит, нет, мы сначала дайте нам гарантии безопасности, а потом прекращение огня, перемирие. Ну, короче, потом будем выходить на то, чтобы войну останавливать, в физическом понимании останавливать. Не, ну, они же опять продвигают эту тему, что давайте перемирие, а потом вот договоримся и так далее. Но гарантии сначала. А американцы, пишут сегодня Политику, говорят, не-не-не, ребята, то есть там, где вы учились, мы преподавали, о каких гарантиях идет речь? То есть мы сейчас вам дадим гарантии, проведем через Конгресс, там, да, вот это все. А вы возьмете, вот как всегда, ну, последние эти, раз, Зеленский же сейчас что делает? Он сейчас вывернулся конкретно из-под давления на себя. Говорит, не подпишу плохие условия, все. А хорошее это как? А гарантии давайте. Он давит, он крутит американцев предоставить ему гарантии, потому что, условно, сценарий же простой. Гарантии американцы дают, такие, знаете, вот это, как профессор Преображенский, такая бумажка, такая, царь-бумажка. Да, то есть, и вот дали бумажку, Зеленский потом срывает, начинаются как бы боевые действия, и по этой бумажке американцы должны вступать в войну. Ну, то есть, логика понятна вот этого всего процесса.
А почему американцы должны, получается, отвоевывать границы 91 года? То есть все же как чистая монета. Вот просто мы смотрим и понимаем, что да, вот так это. Вот такая задумка. Все очень просто. И американцы на это не идут. Говорят, не-не-не, подождите. И вот это вот вся вот крутится вокруг этого момента. Но главное это Рада. Главное, что как в Раде там, ратифицируют, поддержат, проголосуют. Этим депутатам можно даже не говорить, за что они голосуют, как было с британским договором на 100 лет. Они говорят, так а за что мы голосуем? Секрет, война нынче. Но они должны были это проголосовать. И сейчас Британия у нас номер один. На Рамштайне заведующая. Федоров говорит, рекордные деньги дали, 38 миллиардов. Сама Британия дала там на ракеты 500 миллиарда фунтов стерлингов. Короче, Британия сейчас предводитель. А американцы не дают. Они говорят, мы продадим, но давать не будем. То есть вот такая история. И эта Рада обгадилась, обосралась, простите. В прямом смысле? Диарея, говорят, там. Да. То есть в прямом. Это не мы выдумали, да? То есть вы понимаете, в чем дело? А это же важнейший, институт. Они же, как нам рассказывали, должны работать. Война же, наоборот. Все, и, во-первых, платят деньги, у них бронь, они молодцы, их надо беречь, они все с гостайной. А они там не знаю, то ли на лыжах в Буковеле покатались, позаражали друг друга, то ли что-то произошло, то ли хитрость какая. Если хитрость, то какая? То, что они серуны, это понятно в прямом и в переносном смысле. Что они из себя представляют, тоже понятно. Кого туда набрали, нужно помнить. То, что сейчас почти все они получали взятки за голосование, уже доказано антикоррупционным следствием. То есть, по большому счету, это все преступники. То, что законы, которые они принимали за все это время, не принесли Украине никакого благоденствия, а только приносили разорение их семьям украинским, это тоже факты. Несложно сравнивать кошельки с тем, что начиналось и как стало. Поэтому я могу поверить, всякое в жизни бывает. Я могу поверить в то, что во время войны эта кодла поехала кататься на лыжах в Буковеле, и там проедать и пропивать конверты, которые они в очередной раз получили, и там и заразиться, и что-то съесть не так. В это тоже можно поверить и всем кодлам заболеть. Но тем более они же не все там прям поносят. Там несколько десятков запоносили, остальные пока инфлюенция. Такое возможно в этой жизни. И это самое простое и достаточно житейское объяснение отсутствия этих так называемых парламентариев в здании парламента. Если же перевести это в плоскость такой депутатской хитрости, что все они решили срочно не выйти на работу для того, чтобы первое парализовать работу парламента и за что-то не проголосовать, за что им сказали проголосовать. Я не знаю, там вроде бы сейчас на рассмотрении особо ничего не было, кроме там вот этого законопроекта, который разрешал украинских девочек с 14 лет замуж выдавать. Других бредовых идей я пока не слышал вот в эти дни. Если же это воспринять как попытку такого демарша в отношении Зеленского, типа, а мы вот таким образом уйдем через понос, Саша, я не могу серьезно, честно говоря, об этом говорить и даже об этом думать. Знаете почему? Да потому что так не хочется зацикливаться на обсуждении жизнеобеспечительных процессов мышей и крыс, которые ничего по большому счету не решают, а только усугубляют тем, что жрут, прогрызают дырки, гадят, вредят. Вредители-грызуны. И не вижу смысла, для себя не видел смысла задумываться о том, какая причина вызвала массовый просер у парламентариев,
отравление вражеские, может, Путин опять виноват, что-то подсыпали там им, или все-таки это они таким образом свое фе пытаются показать Зеленскому. Не видел смысла по той причине, что для меня эта категория персон обозначена. Я ее сейчас назвал вам. Вернее, я назвал вам, как я к ним отношусь. До этого я говорил о том, что искренне считаю всех их соучастниками в множестве длящихся организованных преступлений в отношении страны. И поносом больше, поносом меньше, от этого их виновность в преступлениях не может быть нивелирована, либо уменьшится, ну, либо сильно от поноса увеличится. Вы уж меня простите за такое сравнение, но я именно так отношусь к этой организации, к этому так называемому институту власти. Никакой это не институт власти. Нет там ни оппозиции, нет там ни честных представителей украинского народа. Мы отлично понимаем, кто они, за что они голосуют, за что я имею в виду, за какое говно, и второе, за что, вот в этом смысле слова, по какой причине. На сегодняшний день Зеленский обладает достаточными возможностями убедить парламентариев голосовать так, как ему надо. Хотя с каждым разом ему все это тяжелее дается по той причине, что потихонечку это видно, карательная власть уходит из рук. Я хочу вам напомнить недавнюю отставку Малюка. И по моим все-таки данным, они совпадают с данными, которые были какое-то время крутились в информационном поле. Причина – это отказ Малюка исполнять определенные команды в отношении смежного ведомства. И за это в назидание другим его отправил Зеленский в отставку. Но это уже очень серьезный звонок. Это не шутки. То же самое с парламентом. Я полагаю, что в последние дни у него уже не получится их всех собрать. Причем мало кто будет скрываться за поносом. А многие будут демонстративно говорить, что они все такие, а я не такой. Я всегда был против, но не всегда об этом говорил, но всегда был против. И вообще никогда его не любил. Ну и споет гимн обязательно, каждый из них. Это будет. Ну, это Ну, вот, безусловно. Однако, знаете, тут вы говорите Малюка. Тут же задали вопрос Зеленскому. А что ты Ермака уволил? Коррупция? да. Нет, говорит, не-не-не, не коррупция. У меня были свои причины. А, ну, Ермака-то, смотрите, как красиво вернули. В такой нашумевший олимпийский скандал. Сегодня там заседание суда по апелляции насчет этого шлема. Ермак, да, вот смотрите, он может... Я не знал об этом. А Он что может... он там делает? Как, На лыжах? адвокат? Вы что, адвокат? Я То не есть знал об этом. у нас налицо выписанная схема. Все же удивились, почему Ермак не на фронте, а адвокат. Вот он для этого. Он вообще разовый вот такой адвокат. Вот ему нужно было. То есть это все заранее заряжено. Эти олимпийские спортсмены вот так себя ведут. Эти шлемы. Потом это все запустили флешмоб. Начали деньги собирать этому Гераскевичу. Хотя тоже непонятно, что ему деньги собирать. Ну в общем... Такой момент специфический. Но это же все для того, чтобы народ был занят вот этим. Да? Ну да, для шоу. А Для параллельно шоу. с этим как бы у нас другие процессы происходят. Зама Ермака в свое время, Шурма есть такой, разыскивают уже по Германии, понимаете? Вот. Вам, как прокурору, это, наверное, тоже очень интересно. То есть НАБУ, видите, как тут вот пытается, в розыск подали, да? Говорят, Минтича будем экстрадировать, но как-то это все понятное дело на уровне заявлений. Если он гражданин Израиля, как они его будут И экстрадировать? не гражданин Украины. Его же лишили гражданства, понимаете? То есть, экстрадируйте на здоровье. То есть, тут все ходы почищены, может, только пиар составляющая. Не складывается что-то, что власть у Зеленского уходит, понимаете? Ну, нет такого ощущения, к большому сожалению, для многих, или к радости для других, да.
все равно, глядите, как крепко стоит. Более того, сейчас идет раскачка темы, причем разные издания вот по состоянию на момент нашего разговора пишут, даже Нью-Йорк Таймс об этом пишет, что, в общем, Трамп возьмет и уйдет. Ну, уйдет из переговорного трека, из любого другого трека, вообще перестанет заниматься Украиной и занимайтесь, мол, сами. Да? А тут же Федоров говорит, а у нас денег много дали нам, 38 миллиардов. Мы вот убили 35 тысяч русских в прошлом месяце, или в позапрошлом, в прошлом 30, и мы на правильном пути. То есть уже по-другому идет отчетность, по-другому идет об этой войне, ну, позиционирование, да. Мы это все наблюдаем. Удивлен вообще высказыванию Федорова, потому что он производил впечатление померкованной людины, как по-русски, я не знаю, ну, благоразумного человека. Ну, какое-то время, во всяком случае. Я не думаю, что он заработал себе долгосрочные весты, скорее наоборот. А что касается ухода Трампа, у меня нет сомнений в том, что пан Зеленский играет в игру под названием оттяжки и проволочки. Это понятно. Он надеется на то, что Трампа заменит очередной Байден, и его позиция будет укреплена. Потому что в противном случае у меня складывается впечатление, что все равно семейство Трампа дожрет его. В том или ином смысле дожрет. Есть какие-то стопы, которые не позволяют или ограничивают Трампа в агрессивном поведении в отношении Зеленского, но я думаю, что эти стопы будут преодолены. Что касается... И, кстати говоря, Трамп и его окружение отлично понимают, что Зеленский ждет проблем Трампа. И проблем у Трампа. И Зеленский очень ждет, что в 2026 году выборы в Конгресс республиканцы проиграют. Это отдельная тема мне кажется, для разговора. Если вы захотите, то мы будем продолжать именно по Америке и по Трампу можем пройтись. Но если в контексте нашего керівника, то на сегодняшний день мне кажется, что окружение Трампа озвучит Зеленскому те жесткие условия, которые вынудят его отойти в сторону. И мне кажется, что мирный договор будет подписывать не Зеленский. И мне кажется, что этот договор будет подписан в 2026 году. А касательно вашего замечания по поводу Олимпиады, ну, слушайте, как говорят, рыба ж с головы гниет. Но если у нас шоу начинается с первого лица, то почему мы должны удивляться, что шоу не продолжается на всех других ланках, как ступеньках? Всегда думал, что спортсмены и олимпийцы едут на Олимпиаду, чтобы там завоевывать призовые места, выигрывать, побеждать. У этого спросили... нет, не так. Там же сегодня процесс какой-то, да, идет по поводу того, законно отстранили, незаконно. И вот ответ человека. Я должен был участвовать в командных играх. Он даже не сказал, я должен был победить, участвовать. Я не слышал, чтобы он занимал какие-то призовые места на Олимпиадах. Но, повторюсь, полагаю, что спортсмен едет на Олимпиаду, прорывается туда, и для него это уже счастье участвовать в Олимпиаде, для того, чтобы там победить. Не заниматься политикой, не заниматься пиаром, может, не самопиаром, каким угодно, а именно для того, чтобы победить. Как только делается что-то другое, это говорит о том, что, первое, это заранее продумывалось, второе, цель поездки была иной, третье, уверенности в том, что ты победишь, не было, да и, собственно, наверное, и цели такой не было. Хотя потужно и благородно выглядела вот эта идея насчет фамилий, упоминания фамилий погибших украинских спортсменов. Но, возможно, Украинскому олимпийскому комитету можно было это сделать в інший спосіб, иначе, не создавая скандал и не ставя, опять же, под удар участника Олимпийских игр. Но в целом шоу, ни больше, ни меньше. А деньги зачем, вы говорите, начали уже собирать? Что хотят?
Как что? Он же должен там получить был $100 тысяч за За медаль. что? За золотую Нет, медаль. нет же медали. Так и не было бы, но должен, но Ну, мог получить. то есть решили так сделать? Ну, Надо ему денег дать. Он же такое. молодец. Зеленский орден дал, Гороховский из Монобанка тоже там денежку. Всем надо денег скинуться, понимаете? Ну, видите, в таком случае тема сработала. Ну, так же. И Ермака еще и этим адвокатом назначили. Опять же, выступил, что-то там порассказывал. Я так полагаю. Я так полагаю. Да Адвокат, сколько можно так крутить украинцами? Я вот не могу адвокат, понять. который сколько позволяют себе украинцы, столько и можно. А с учетом современных технологий это можно делать до бесконечности. А с учетом того, и плюс к этому добавить, когда у тебя в руках карательная система, которой аплодируют так называемые цивилизованные страны, которые вообще не замечают репрессий, преследований, бусификации, людоловов, убийств, тюрем политических, запрета оппозиции, уничтожения оппозиционных СМИ. Нету этого, да? На Западе же такой картинки нет. Кто пытается об этом сказать, тот тут же прокремлевский агент или кто он там. Когда у тебя это все есть, то можно очень долго крутить. Очень долго. Но у нас в школе говорили, на каждую хитрую жопу всегда что-то есть с резьбой. Так что с жопой тоже можно докрутиться, дождавшись этой самой резьбы. И в этом смысле, вы знаете, я вот слушаю и смотрю видео военных, настоящих военных с линии фронта, которые они записывают. Не постановочные видео. И мне кажется, что вполне возможно, что этой самой резьбой будут они. Мне кажется, что военные в силу обстоятельств жизни и смерти, в которых они находятся каждодневно, обостренно чувствуют и понимают происходящее намного лучше, чем это делают гражданские. Поэтому я думаю, что в том или ином варианте прекращение военных действий между Украиной и Россией будет в 2026 году. Просто вариант подписания мира повлечет за собой одно развитие событий. Как минимум массу окон для возможностей того, чтобы Украина начала приходить в чувство, потихонечку восстанавливаться. Вот. А второе развитие событий повлечет за собой много негативных факторов, в том числе проблемы для для режима с войсками. Вот. А что касательно заявления Зеленского по поводу того, что он лучше будет воевать, я хочу напомнить выражение недавнее его вице-премьера Кулебы, который сказал, что сегодня Украину объединяют только кладбища. Мне кажется, что к этому слову, к этой фразе точнее, добавлять больше ничего не нужно для того, чтобы описать реальную ситуацию в нашей стране. Вот и Максим все. Гольдар был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на Максима, ставьте лайки. Не забывайте, пожалуйста, берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.